День добрый. Давайте думать вместе. Сегодня мы поговорим об ИИ революции. Революции, связанной с внедрением искусственного интеллекта. Почему 16 нобелевских лауреатов написали обращение о мировом экономическом кризисе? Потому что это то, что ждет нас в будущем. В чем они правы и в чем ошибаются? Вот об этом мы будем говорить. Ошибаются нобелевские лауреаты по поводу глобальных оценок будущего мирового экономического кризиса. Глобальные последствия – это последствия, касающиеся всех 8 миллиардов жителей Земли. А они дают прогноз только по поводу золотого миллиарда, того, где они живут. Действительно, золотой миллиард пострадает сильно, и об этом мы поговорим позже. Но что ждет 7 миллиардов жителей планеты? Последствия ИИ революции для 7 миллиардов будут следующими. 1 миллиард, живущий в полной бедности, нищете и голоде, вообще не заметит эту революцию. 6 миллиардов заметит, но последствия коснутся их частично, так скажем, да, из-за того, что экономика этих 6 миллиардов жителей Земли тесно связана с экономикой золотого миллиарда. Ключевой момент в ИИ революции, революции, связанной с внедрением искусственного интеллекта, это социальные последствия. Вот эти социальные последствия мы будем анализировать с помощью теории X и Y экономик. Ключевое отличие между этими экономиками: в X-экономике отношения строятся по принципу власть, собственность, а в Y-экономиках собственность, власть. Как это влияет на последствия ИИ революции? В X-экономиках власть и так контролирует все общество. И поэтому искусственный интеллект просто расширит эти возможности по контролю за всеми аспектами жизни общества. А вот в Y-экономиках последствия будут другими. Соотношение, что дает соотношение? Собственность, власть. У кого находится собственность в условиях ИИ революции? У обладателей патентов. У Илона Маска, Сэма Альтмана и других. И вот тут ключевой момент. Они способны узурпировать власть. Они способны создать тоталитарное общество, используя ИИ-технологии. Может быть, и способны, но не хотят, как показывает слова и дела правообладателей ИИ-интеллекта. Они готовы поделиться властью с государством. Вот это соотношение собственность-власть и дает надежды Y-экономики. Но почему так паникует нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, один из создателей искусственного интеллекта? Почему он говорит, что боится за поколение своего внука, что оно потеряет свободу? Он правильно боится, но другой вопрос, кого он боится? Он боится людей, подобных Трампа, Венса, Рубио и других. А на самом деле, Джеффри, тебе нужно бояться людей, подобных Мандани, мэру Нью-Йорка нынешнему, Бенни Сандерсу и другим подобным, я их называю коммунистам, да, которые в условиях кризиса, вызванного
и революции не будут способны на быстрые решения. А вот люди, подобные Трампу и компании, способны реагировать быстро, прагматично на вызовы и революции. Вот в чем надежда-то. Почему я так уверенно говорю? Потому что опыт уже есть. Социалисты, подобные Мандани, уже были у власти в Германии в 20-30-е годы, и именно их беспомощность, их неспособность принять решения в условиях сильнейшего экономического кризиса привели к власти популиста Адольфа Гитлера. Итак, мировой экономический кризис неизбежен. Как он произойдет и как и революция на него повлияет? В первую очередь это касается исчезновения среднего класса. Ведь искусственный интеллект в первую очередь обесценит низкокачественный интеллектуальный труд. А это основа работы среднего класса. Средний класс исчезнет. Причем в Y-экономиках это произойдет очень быстро. И когда исчезнет средний класс, когда средний класс окажется без работы, без средств существования, без жилья и без перспектив, вот тогда наступит финансовый кризис. Они ведь все живут в кредит. Кредит выплачивать некому. Соответственно, рушится денежно-кредитная система. Вслед за финансовым кризисом начинается экономический спад. Но вот тут парадокс. Искусственный интеллект, внедренный в промышленность, сельское хозяйство, в услуги, действительно снизит издержки и увеличит производство. Наступит эра изобилия, как ее описывает Илон Маск. Но парадокс этой эры изобилия, что товаров и услуг будет много, а покупать их будет некому. Средний класс исчез, кто будет покупать? И тогда начинается дефляция. А дефляция еще более разрушительна для экономики, чем инфляция. И она вызывает глубокий и, главное, длинный по продолжительности экономический кризис. Что дальше? Что дальше? Дальше экономический кризис будет развиваться следующим образом. Лауреат Нобелевской премии Дара Масимаглу ошибается, когда говорит, что промышленная революция XVIII века будет повторена в виде ИИ-революции. Нет. Искусственный интеллект не заменит и не создаст новые отрасли промышленности, сельского хозяйства, услуг. Он только создаст новые специальности, которые адаптируются в этих секторах к ИИ-революции. Но также, естественно, будут созданы и новые рабочие места. Так постепенно экономика мировая выйдет из экономического кризиса. А вот социальные изменения в экономиках будут серьезными. Исчезнет средний класс. Соответственно, как дальше создавать нового потребителя товаров и услуг, которые в изобилии появятся в экономиках. Здесь путь может лежать следующим. Во-первых, новый средний класс может создать государственная бюрократия, которая обоснует свои высокие доходы необходимостью контроля над искусственным интеллектом. Во-вторых, все равно произойдет сильная социальная поляризация. Богатые станут еще богаче, а бедные
еще беднее. То есть страны ожидает серьезная социальная дифференциация, и это грозит новыми социальными конфликтами. Делаем выводы. Нобелевские лауреаты ошибаются, когда дают оценку мировому экономическому кризису, связанному с ИИ революцией. Глобальные последствия будут незначительными. А вот серьезные последствия ожидают Y-экономики США, Канады, Австралии, Западной Европы. Вот здесь кризис будет глубоким и затяжным. А X-экономики Китая, России и других стран пострадают, конечно, от этого кризиса, но незначительно. Во-вторых, где ошибаются нобелевские лауреаты, это в том, что искусственный интеллект вызовет изменения, подобные промышленной революции. Нет, основные отрасли останутся теми же самыми, просто искусственный интеллект создаст новые специальности в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг. И таким образом эти технологии будут адаптированы, и рынок труда постепенно восстановится. Дальше, где ошибаются нобелевские лауреаты, это в оценке социальных последствий и революции. Вот здесь Y-экономики ждет потеря среднего класса. И эта потеря будет очень серьезным ударом, потому что исчезнет лояльный покупатель, исчезнет основа социальной системы их экономик, и это грозит новыми социальными взрывами.